Привет, YouTube! Я сегодня хочу поговорить о запекаемой полимерной глине. Вернее, то, что я недавно увидела на просторах интернета, меня повергло в такой некий шок. Немного предисловия. Кто меня не знает, я мастер, работающий с этим материалом уже с 2010 года, и я как никто знаю запекаемую полимерную глину, я знаю ее особенности, я знаю ее свойства, и могу сказать точно, что с этим материалом у меня безусловная любовь. И что я вижу на просторах интернета? Блогеры, которые не понимают, что этот материал создан руками человека, это химическое соединение, которое полимеризуется и застывает путем воздействия термической обработки, если быть точным, запекания в духовом шкафу при определенных температурах. И вот эти блогеры нам советуют вот это. Вот такие инструменты были в подарок. Эта глина стоила примерно где-то 1000, доставка бесплатна, 1100 или 1050, где-то так. Простые пластиковые инструменты, я даже распаковывать не буду. И вот такая коробочка. Я взяла эту глину на пробу. Здесь инструкция. Смотрите, какое изобилие цветов. И сейчас немножечко объясню вам на примере. Вот смотрите, у вас какое-то торжественное важное мероприятие, и вам к своему наряду нужно будет подобрать украшения. Я сейчас не говорю о золоте, о серебре, о каких-то драгоценных металлах и камнях, я сейчас говорю о самой простой бижутерии. Что вы выберете в магазине, чему вы отдадите предпочтение? Сплаву с родиевым покрытием или из хирургического сплава? Ну, в общем, тот сплав металла, который не вызывает аллергии, который не оставляет черные вот такие полосы в мочке уха, либо на шее. Либо выберите сплав, состав которого непонятен, неизвестен, но эти украшения будут в более дешевом сегменте. Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне очень важно знать ваше мнение, как вы поступите в данном случае, покупая простую бижутерию. Так почему же, выбирая для работы запекаемую полимерную глину, мы не должны задаваться теми же вопросами? А безопасна ли она? А есть ли у нее сертификаты соответствия? А прошла ли она экспертизы? Есть ли экспертные заключения? А в какой стране она производилась? Сроки годности? Огромное количество вопросов. Человек, увидевший изделие из полимерной глины, он загорается вот так, как спичка. И ему также хочется лепить, творить, создавать, повторять. И куда он идет? Он, конечно же, идет на просторы интернета искать информацию, где купить полимерную глину и что она себя представляет. И давайте сейчас будем честными. 90% новичков не готовы изначально вкладываться в дорогие профессиональные инструменты и материалы, потому что они не знают, а вдруг это не их материал, а вдруг не получится, а вдруг он не сможет. И вот это вдруг зачастую перевешивает здравый смысл. Пластилинчик. Это не пластилин, это полимерная глина. Немножко помятая, конечно. Что-то на нее положили. Кусочки какие-то очень маленькие. Я думала, они будут размером немножко побольше. Вот вы можете мне объяснить, как можно купить вот это? Нет никаких надписей, нет никаких обозначений, опознавательных знаков. Посмотрите на упаковку. Такое ощущение, что это где-то производится кустарным способом, скорее всего, в подвале. И никто вам не скажет, что там в составе этой глины непонятного происхождения. Если там фталаты, если там какие-то другие вредные примеси, и учтите, что вам нужно будет запекать эту полимерную глину, скорее всего, в той духовке, в которой вы готовите пищу для себя и своей семьи. Мы можем с вами только догадываться, что будет происходить в момент запекания этой полимерной глины в духовом шкафу. Листочки. Так, долго не церемония, спорую. Где инструкция, где на самый худой конец рекомендаций какая-то вот распечатка о производителе, о сроках годности, о стране производства? Это просто какие-то цветные куски липкой непонятной массы. На примере глины, с которой я работаю уже 6 лет, я хочу вам показать, на какую маркировку, на какие обозначения нужно обращать внимание при покупке полимерной глины для работы. Вот так выглядит упаковка полимерной глины. Она герметично закрыта. Переворачиваем и видим рекомендации по запеканию.
Время и температура запекания указаны как на самой упаковке, так и на дополнительной наклейке, которая, кстати, открывается. И мы видим инструкцию аж на 12 языках, в том числе и на русском. Дальше мы видим страну производителя, адрес завода, вот здесь, и название компании. Также мелким шрифтом написан сайт компании и e-mail для обратной связи. Есть сроки годности. Это год выпуска полимерной глины, следующие 2 цифры – это месяц, последние 2 цифры – это номер партии. Вернемся к безопасности. На упаковках есть маркировка. Первая – это евразийское соответствие, вот этот вот. Это знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная вот этим значком, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки. Следующий значок, вот такой вот маленький, обозначает сертификацию данного продукта. Тут же внизу и подписан номер документа, и при желании его можно найти. Следующий значок – это знак «зеленая точка». Обозначает, что упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Знак ставят на товарах фирм, которые оказывают финансовую помощь в программе переработки отходов. Дальше мы видим штрих-код. Здесь у нас идет код страны, код производителя, изготовителя и код товара. Как видите, вот на такой маленькой пачке в 56 грамм полимерной глины мы можем найти исчерпывающую по максимуму информации о производителе, о составе и о тех мерах безопасности, которые необходимо учитывать при работе с этой запекаемой глиной и какие сертификации эта глина прошла. О какой безопасности может идти речь, если вы купили вот это? Ладно, идем дальше. Короче, это пришла, ребята, полимерная глина. Она похожа на пластилин, но структура у нее совершенно другая. В общем, сейчас мы все увидим. Здесь что-то написано. В общем, если у нас что-то там подсохнет, засохнет, как что-то надо смочить ее водой. Посмотрите, ребята, как она тянется. Не забывайте, что запекать глину вы будете, скорее всего, в том духовом шкафу, в котором готовите пищу, потому что приобрести на первоначальных порах духовой шкаф отдельный для запекания для многих новичков это проблематично и очень затратно. Не забывайте, что во время запекания выделяются испарения, пластификаторы оседают на стенках духовки, и если, не дай бог, была превышена температура запекания и сильно была превышена, то выделяется едкий дым, едкий запах, он вырывается прямо из дверцы духового шкафа, и вот тут вот важно знать все-таки состав этой полимерной глины. И что будет выделяться из глины непонятного происхождения, мы можем с вами только догадываться. Но я вас очень прошу, безопасность ваша и вашей семьи превыше всего. Подходите к выбору материала тщательно и осознанно. Поверьте, мы, мастера, никакой информации от вас не скрываем. Вы можете зайти на страничку к любому известному, давно работающему с этим материалом мастеру и посмотреть, с какой глиной работает он. Вся информация находится на поверхности, стоит только немножечко поискать ее. Не смотрите обзоры тех блогеров и тех каналов, которые не держали эту глину в руках, которые не работали с ней, которые не экспериментировали ее, не знают ее качеств и свойств. Как правило, такие каналы существуют только на распаковках, причем этот товар самого низкого качества по самой дешевой цене в большом объеме. Поверьте, невозможно за 3 рубля купить килограмм золота. Не бойтесь спрашивать советы у мастеров. Возможно, кто-то не ответит, но таких единицы. Лично я отвечаю всегда и всем. Более того, у каждого известного мастера на странице очень много полезной информации, советов, лайфхаков по работе с запекаемой полимерной глиной. Не ленитесь, не спешите, ищите информацию, потому что ваша безопасность и безопасность вашей семьи, повторюсь, превыше всего. Если это видео было полезным для вас, поддержите канал лайком, подписывайтесь на него и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоуроки и обзоры от меня. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца, и творческих вам успехов. На сегодня это все.
Пока-пока.